Chairman, ladies and gentlemen, let me firstly thank the organizers for being invited. Дамы и господа, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили. The topic today is actual status of Essentiale in acute and chronic liver diseases. Тема моего доклада – это состояние на сегодняшний день использования эссенциаля при лечении острых и хронических заболеваний печени. There are two reasons why I use the word essential and not essential phospholipids. Firstly, the following figures and trials which I'm going to present were done with essentiale. And secondly, there are other products using the word essential phospholipids, but frequently these are not essential phospholipids. These are less purified materials or even fake materials. Значит, два основных вопроса, которые я хотел затронуть в своей презентации, это, во-первых, использование слова эссенциали или эссенциальные фосфолипиды, которые иногда используются в неправильном значении. И вторая тема, которую я хотел, это продемонстрировать данные клинических исследований по использованию эссенциалей. When you look into the composition of the phosphatidylcholine molecules in Essentiale, then you see that we have a family of 8 different phosphatidylcholine molecules, one predominating quantitatively and also qualitatively. It's called 1,2-dilinoleuryl phosphatidylcholine, or DLPC for short. Если мы смотрим на семью фосфатидилхолинов, то мы видим, что она состоит из 8 различных молекул, из которых одна доминирует как по количеству, так и по качеству. Это диалин фосфатидилхолин. Next, please. Here you see this special molecule, which normally exists in the human body only in trace amounts. Значит, вы видите молекулы, которые содержатся в человеческом теле в очень малых количествах. Next, please. By introducing this special molecule into a membrane, here you see the double layer of phospholipids in a membrane, you influence the flexibility of a membrane and the function of incorporated proteins such as enzymes. Значит, используя эту молекулу, она воздействует на мембрану, которая создает их слоев, в общем, и она способствует гибкости мембраны. И замещая элемент, вот, это внутри трансмембранный протеин. So DLPC is a key component in Essentiale. Значит, DLPC это основной компонент эссенциаля. Next, please. From pharmacological point of view, until now were done 121 experiments with 33 different types of models in 8 different species of animals. These were either intoxication with chemicals or with drugs, such as alcohol, tetracycline, or cyclosporin A. Значит, было проведено 121 исследование на 33 различных типах моделей среди 8 типов животных, и это проводилось исследование при интоксикации химическими элементами или интоксикации лекарствами. Вот такие элементы, как этанол и другие, и интоксикация, например, парацетамолом, тетрациклином. Next, please. But more interesting for you are the clinical data. Until now, 217 clinical trials were done. Out of these, 46 single-blind studies and 19 double-blind studies, partly even including histology or electron microscopy. And 18 studies were even done on newborn and children. Значит, было проведено 217 клинических исследований, в которых 16 простых слепых исследований, 19 двойных, 46 простых слепых исследований и 19 двойных слепых исследований. Значит, 169 исследований проводились по 3 группам тестовых критериев. Также дополнительно использовались данные, гистологические данные и данные электронной микроскопии. А также исследования проводились над 18 новорожденными детьми. Next, please. Main indications were fatty infiltration of the liver, chronic hepatitis, intoxication of the liver and fibrosis, cirrhosis of the liver, and last but not least, acute hepatitis. In total, in 13,435
patients. Значит, клинические исследования были проведены в общей сложности на 13 435 пациентов, которые страдали от хронического гепатита, жировой инфильтрации печени, интоксикации, фиброза, цирроза печени, а также, что очень важно, это острый цирроз печени. In the following, I'm going to present one clinical study per indication as example. Значит, на следующих страницах своего доклада я хотел представить одно исследование для каждого из данных типов заболеваний. Next, please. Here you see the results out of a double-blind trial from Italy in patients with acute viral hepatitis B. Значит, здесь вы видите данные исследования в Италии на пациентах, которые страдают острым вирусным гепатитом B. And they showed that after 30 days of treatment, already 50% of the patients had eliminated the surface antigen in comparison with only 25% of the control group. Значит, уже, как вы видите из данной диаграммы, что после 30 дней использования эссенциали у большего количества пациентов наблюдалась элиминация поверхностного антигена вируса гепатита B. This means that significantly more patients were quicker cured due to additional Essenziale application. Значит, можно из данного исследования заметить, что при использовании эссенциали большее количество пациентов быстрее излечивается. Next, please. Next topic is chronic viral hepatitis. Значит, следующая тема – это использование эссенциали для лечения хронического вирусового гепатита. Next, please. Here I show data from a European multi-center randomized placebo-controlled double-blind trial. It was done in 32 centers in Germany, Austria, Poland and Czech Republic. Значит, на этом слайде вы видите данные исследования, данные мультицентровых рандомизированных двойных слепых исследований, которые были проведены в 32 центрах в общей сложности в Германии, в Австрии, Польше и Чехословакии. These were cases with chronic hepatitis B or C, and one group was given alpha interferon plus Essenziale, the other one alpha interferon plus placebo. Значит, это были группы пациентов, которые страдают гепатитом B и C, и одной группе помимо лечения было базовое лечение плюс альфа-интерферон и также эссенциали, и у другой группы базовое лечение и плюс плацебо. Next, please. The main variable of efficacy was the decrease of ALT. And you can see the blue line is alpha interferon plus Essenziale, the yellow line is alpha interferon plus placebo. You can see after 16 weeks of combined administration, the decrease in percentage of the ALT was significantly already stronger in comparison with the control group. Как вы видите из данной диаграммы, при использовании комплексного лечения интерфероном, а также эссенциалев, заметно качественное снижение АЛТ даже после 16 недель лечения, в сравнении с таким же курсом лечения с использованием интерферона и плацебо. Then after 24 weeks, interferon therapy was stopped and the patients either received continuously Essenziale or placebo. Значит, после 24 недель пациенты не принимали больше интерферон, принимали только или эссенциали, или плацебо. And you see that the improvement remained significantly different in favor of the Essenziale group in comparison with placebo in these patients with chronic hepatitis C. И как вы видите из данной диаграммы, что у пациентов, страдающих гепатитом С и Б, видно значительное улучшение при использовании эссенциали, чем при использовании плацебо. Next, please. Also, the responder rate was significantly better in the combination with Essenziale. 71.4% of the patients improved, were responders, versus only 15.9% of the control group. Значит, в процентном соотношении ответивших положительно на это лечение мы видим значительную разницу при сравнении пациентов, которые принимали эссенциали,
где это составляет 71,4%, в сравнении с пациентами, которые принимали плацебо, только 59%. Next, please. Also, the relapse rate was slower. It was lower. 85.2% of the control group had a relapse, while only 65.9% of the Verum group had a relapse. Значит, если мы возьмем процентные показатели пациентов, у которых был рецидив, то у пациентов, принимавших плацебо, у них рецидив составляет 85,2%. У пациентов, принимавших же эссенциали, рецидив составил только 65,9%. With other words, there was a clear synergistic action of alpha interferon with Essentiale, being based on the fact that Essentiale acts antifibrogenic. Значит, заметно качественное улучшение состояния пациентов при использовании интерферона в комбинации с Essentiale, связано всего с антифиброгенным фактором. Next, please. Here I did a meta-analysis of the 9 available double-blind trials at the year 1998, done in the field of chronic liver disease. Значит, в 1998 году я провел анализ 9 различных исследований, мета-анализ 9 различных исследований при хроническом заболевании печени. I looked for the overall improvement, and each spot is one single double-blind trial. Значит, каждая точка – это одно двойное слепое исследование. The white line is the control group. Значит, белая линия – это контрольная группа. And you can see that all those trials showed improvements versus control beside one. And this one was the oldest one from Japan, and here the groups were not yet homogeneous enough for comparison. Значит, как вы видите, из всех 9 исследований только в одном наблюдалось улучшение. И то это самое старое исследование, которое было проведено в Японии. Now I'm going to talk about liver cirrhosis. Теперь я хочу говорить о циррозе печени. Next, please. И использовании социали для лечения. Here you see the results from a study from Czech Republic. These were patients with compensated liver cirrhosis. Значит, на данной диаграмме вы видите данные исследования чешских ученых при использовании эссенциалей для лечения компенсированного цирроза печени. Who were firstly treated in vain with Silimarin. Которых изначально лечили силимарином. Then the investigators switched to Essentiale and gave it for 6 months. And please focus your attention especially to the albumin, which improved significantly, because albumin is, according to Sheila Sherlock, a good prognostic factor for longer time survival. Значит, как вы видите, после этого пациентам стали применять эссенциали на протяжении 6 месяцев. И как вы видите, по окончании исследования значительно повысилось количество в организме альбумина. Согласно данным Шейла, альбумин является хорошим прогностическим признаком. Next, please. Now, topic of hepatic coma. Значит, использование эссенциали при лечении гепатической комы. Next, please. Until today, 10 clinical trials are done from all over the world. Japan, Italy, Germany, Ecuador, Italy, China, Czech Republic, India, Czech Republic and China. До настоящего момента были проведены исследования по данному вопросу в 10 различных странах различными учеными. Китае, Италии и так далее. Next, please. And I'm showing one example. That's a clinical trial from Guangzhou in mainland China. These were patients with fulminant hepatitis, and the investigators looked for the survival analysis. Значит, эти данные получены учеными из Китая. Значит, проходили исследование фульминантного гепатита, и также анализ выживаемости. They divided the patients in those ones with acute inflammatory hepatitis-based coma
and chronic active hepatitis-based coma. Пациенты были поделены на две группы. Первая группа это с острым воспалительным гепатитом, и вторая группа это хронически активный гепатит. They treated the patients for 14 days, but checked them for 90 days. Значит, курс лечения проходил в течение 14 дней, а исследований больные подверглись в течение 90 дней. In that group with acute inflammatory hepatitis, 64.7% of the cases were still alive after 90 days, but only 36.4% in the control group. Значит, в первой группе, где исследовались больные с острым воспалительным гепатитом, после 90 дней 64,7% пациентов остались живы. In the patients with chronic active hepatitis as basis, 87% were still alive after 90 days versus 50% of the control group. Значит, и во втором исследовании больных хронически активным гепатитом после 90 дней исследования 87,5% оставались живы, и в сравнении с 55%, у которых использовали только базовая терапия. Next, please. But even more interesting is the effect of Essentiale on fatty livers of different origin. Также и использование Essentiale при жировой инфильтрации печени различного происхождения. Next, please. Here you see the key sentence out of the oldest double-blind trial ever performed in the field of alcoholic fatty liver hepatitis. Значит, вы на данном слайде видите, это основная фраза, основной вывод исследования при проведении исследования Essentiale воздействия на алкогольную жировую печень или жировую инфильтрацию печени. There were significant therapeutic differences in favor of EPL compared to placebo for parameters such as transaminases, alkaline phosphatase, and bilirubin. Значит, из этого исследования сделан вывод, что значительная терапевтическая разница в пользу использования эссенциальных фосфолипидов в сравнении с плацебо по таким параметрам достигнут, как АСТ, ЛТ, общий ПХ-холестерол, триглицериды, билирубин, щелочная фосфатаза и иммуноглобулин. These results were repeated and reconfirmed in Slovakia in 1996. Эти же результаты были повторены и подтверждены в 1996 году в Словакии. Here you see a more modern study from Japan published in 2004. На этом слайде вы видите более новое исследование 2002 года, опубликованное в Японии. Here you see the result of one single patient with non-alcoholic steatohepatitis. Значит, это исследование пациента с неалкогольным стеатогепатитом. The patient was given neominophagan C plus ursodesoxycholic acid without significant improvement of the transaminases. Значит, как вы видите, пациент изначально принимал неоминопфаген С и урсодесоксиколевую кислоту без значительного улучшения. The dosage of neominophagan C was increased, but again, no significant change. And only when additionally EPL was administered, there was a significant decrease of the transaminases. Значит, доза неоминопфагена С была увеличена, но не было значительного улучшения. Только когда добавили эссенциальные фосфолипиды, тогда пошло улучшение. Next, please. Here you see data from a Japanese study published in 2006 in the field of NASH. Значит, здесь приведены данные, опубликованные в 2006 году в Японии в области лечения неалкогольной стеатогепатита. The investigators did histological evaluation before and after 6-month treatment with EPL. Значит, было проведено исследование до и после, через 6 месяцев лечения при помощи эссенциальных фосфолипидов. Out of these 8 patients, 1 showed an aggravation of the disease. Только у одного из 8 пациентов ухудшилось состояние. 1 had no change at all. У одного пациента не было никакого изменения в состоянии. And all the other ones had some improvements from histological point of view
That means on fat degree, ballooning, inflammation of the liver lobule, or inflammation of the periportal area. И у всех остальных пациентов наблюдается улучшение состояния с гистологической точки зрения. Это касается уровня снижения жиров, баллонной дегенерации, воспаления печеночных долек и воспаления перипортальной зоны. Next, please. Here you see results from an open controlled study, again published in 2006 in mainland China. These were cases with non-alcoholic fatty liver disease. Значит, здесь приведены на этом слайде данные 2006 года из Китая о лечении неалкогольной жировой болезни печени при помощи эссенциаля. The patients were treated for 4 weeks, either with Essentiale or with a local herbal drug, which is used in cases of hepatotoxicities. Значит, пациентов лечили в течение 4 недель при помощи или же эссенциаля, или же местного препарата. Total cholesterol, triglycerides and transaminases significantly improved after this 4-week treatment, but only ALT for the control group. Значит, количество состояния холестерина, триглицеридов, АЛТ, СТ значительно улучшилось после этого при применении эссенциаля. Next, please. А местный препарат только ухудшил состояние. Here you see a systematic review of double-blind studies in the field of alcoholic and fatty liver disease, which was published by Hu et al. In 2005. Значит, в 2005 году было опубликовано исследование, связанное с использованием эссенциальных фосфолипидов при алкогольной и жировых болезнях печени. The investigators did Medline database research and Cochrane analysis. Значит, ученые провели исследование Cochrane. They found 6 double-blind studies for evaluation. Значит, они провели 6 различных двойных исследований для того, чтобы One from Germany, Spain, Poland, Great Britain, China, United States. They looked for the overall clinical efficacy, which means clinical symptoms, signs and biochemical variables, for histology and for mortality.